Здравствуйте, друзья! Цветок, о котором я сегодня хочу рассказать, отличается редкой неприхотливостью и особой нежностью. Его очаровательные соцветия легко украсят на весь сезон ваш сад и не только. Называется брахикома. К сожалению, это растение для цветоводов средней полосы пока малоизвестное, но те, кто уже успел с ним познакомиться, влюбляются в него и продолжают выращивать каждый год. Брахикома чудесным образом объединяет в себе малоуходность и длительную красоту. Ее пышные кусты покрываются огромным количеством цветов самой разной окраски. Брахикома не капризная к условиям выращивания, хорошо переносит жару и достаточно засухоустойчивая. Это и неудивительно, ведь ее родиной считается жаркая Австралия. Учитывая эти качества, вы можете ее смело выращивать на самых открытых участках, в солнечных цветниках, альпинариях и даже как контейнерную культуру. В природе встречается около 50 видов этого растения, среди которых есть однолетние и многолетние представители. В цветоводстве и ландшафтном озеленении чаще других применяется брахикома многораздельная и иперистолистная, а также их разные декоративные гибриды. Благодаря работе селекционеров каждый год в продаже появляются все новые, потрясающие сорта с очаровательными цветами самой необычной окраски. Именно у брахикомы встречаются яркие и довольно редкие, как для растений, расцветки. Ее соцветия бывают нежно-лиловых, насыщенно-голубых, сине-фиолетовых и прочих оттенков синевы. Есть также кусты с розовыми, пурпурными и белыми цветами. Такие сорта, как Brava Mix, Blue Star и Purple Splendor были отмечены почетными наградами на престижных цветочных выставках. При несложном уходе вы легко сможете вырастить роскошные объемные кусты, сплошь усеянные милыми глазу ромашками. Цветочки могут быть простой формы с лепестками в один ряд и полумахровыми. Их сердцевина создает яркий контраст и бывает желтой или более темной. Брахикома – это редкое сочетание нежности и неприхотливости. Даже один ее объемный куст будет выглядеть как роскошный букет из большого количества очаровательных ромашек. Мелкорассеченная зелень брахикомы придает ее кроне дополнительный объем. В зависимости от сорта она также сильно отличается своим видом. Есть растения с листвой, похожие на хризантемы, биденс или космею. Пышные кусты отлично подходят для оформления переднего края клумб, цветочного бордюра, для украшения садовых дорожек и выращивания в кашпо. Брахикома как нельзя кстати подходит для малоуходных садов и цветников, выдержанных в английском и природном стиле. На сегодняшний день выведено множество ее очаровательных и совершенно неприхотливых сортов для уличного и домашнего выращивания. Цветы брахикомы не только не боятся яркого солнца, но и большинства вредителей. Ко всему, они будут радовать вас весь сезон не только своей красотой, но и нежным ароматом. Такое малоуходное растение украсит любой загородный участок, а при выращивании брахикомы в контейнерах можно преобразить придомовую зону, веранду, балкон и даже интерьер. И такой праздник цветов брахикома подарит вам на весь сезон. Цветки распускаются почти непрерывно. Не успевают увянуть ее раскрытые стойкие ромашки, как на кусте вновь и вновь появляется множество новых бутонов. На одном растении может одновременно насчитываться около 100 цветков. И это для брахикомы далеко не предел. Радует не только ее обильное и длительное цветение, но и то, что увядшие соцветия особо не портят общий декоративный вид. Согласитесь, что это существенно облегчает уход за растением, ведь вам не придется постоянно ходить возле него с секатором, приводя куст в порядок. Тем не менее, брахикома отлично переносит стрижку, после чего выпускает молодые побеги с бутонами. В южных садах брахикома растет как многолетник. На территории средней полосы ее чаще выращивают как однолетник. Но если вы не хотите высевать каждый год ее на рассаду, с осенними похолоданиями здоровые маточные кусты заносят в прохладное помещение на зимовку. Брахикому можно вырастить не только семенами. Более качественные декоративные растения получаются именно вегетативным способом размножения, то есть черенкованием.
Стоит отметить, что самостоятельно собранные семена обычно не повторяют декоративные качества материнского куста, но они обладают хорошей всхожестью и могут храниться 2 года. Посев на рассаду проводят в конце февраля в марте. Семена брахикомы мелкие, поэтому в грунт их не заглубляют. Их просто распределяют по поверхности почвы и спрыскивают водой из пульверизатора. Очень удобно при посевах пользоваться зубочисткой. Посеянную брахикому накрывают пленкой или прозрачной крышкой и ставят в светлое теплое место с температурой в пределах плюс 20-25 градусов. Всходы дружно прорастают примерно на 7-й день. Рассаде необходима оптимальная влажность и досветка не менее 12 часов. Подросшие сеянцы пикируют в отдельной емкости, а в открытый грунт высаживают, когда остается теплая погода без фосфатных заморозков. Пикировку и пересадку брахикома переносят отлично. Но если вы хотите получить при размножении сортовую брахикому с более крупными и яркими цветами, ее все-таки лучше черенковать. Плюсы вегетативного метода еще и в том, что выращенные молодые растения зацветут намного раньше сеянцев. Вегетативная брахикома станет цвести уже с самого начала лета и до первых заморозков. Молодые кустики быстро наращивают свою вегетативную массу. Для более обильного цветения кусты можно подкармливать комплексными удобрениями для цветущих культур. А вот азотом увлекаться не стоит, так как пышной зелени и побегов будет много, а цветов меньше, чем хотелось бы. Брахикома достаточно универсальная и подойдет для самых разных мест в саду. На постоянном солнце кустики потребуется поливать чаще. Это растение, особенно его ампельные сорта, красиво смотрятся высаженные по несколько штук в контейнере. Цветущая брахикома будет украшать ваш участок, террасу или домашнее помещение долгие месяцы. И никакого сложного ухода от вас не потребует. С этим цветком вполне справятся даже начинающие цветоводы. Я буду также всем благодарна, кто поделится в комментариях своим мнением или опытом по выращиванию брахикомы. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.